Все выставлено по меткам. Ремень одет. Пора снимать стяжку. Давайте несколько сделаем оборотов для того, чтобы посмотреть, что все в порядке. Где ничего не заклинивает, не закусывает. Так, в общем, по меткам все отлично, значит, двигатель свободно вращается, свечи были специально извлечены для легкого вращения. Теперь по поводу механического гидронатяжителя. Смотрите, здесь есть сверло, я вставил, для того, чтобы он не раздвинулся в момент установки ремня, и пока там подкручивал этот ролик, натягивал. Значит, что пишут в мануале? В мануале нужен специальный динамометрический ключ, усилие, которое должно прикладываться к взведению этого ролика против часовой стрелки, полкилограмма всего лишь. У меня такого ключа, конечно же, нету. Смотрите, какое решение я предлагаю. Вот есть специальный инструмент для снятия стопорных колец. Я взял, обрезал здесь, получается, кончики, вставил в отверстие ролика, ключом на 14, получается, это все дело поджимал. И нужно было сделать так, чтобы, то есть, вот этот ключ для снятия стопорных колец, получается, проворачивался против часовой стрелки, а болт нужно затягивать по часовой стрелке. Вот, значит, все это дело я затянул. И смотрите, как теперь проверить, правильная ли натяжка осталась вот этого вот ролика. В тот момент, когда я извлеку сверло, шток натяжителя должен остаться в одном месте, в том же месте, в котором он находился. Смотрите, достаю я сверло. Все, ничего тут не сдвинулось никуда. И вот обратно вставляю его. И вот, пожалуйста, оно вставляется без проблем, прям глубоко-глубоко. То есть вообще, если вот опять можно достать, вот смотрите, какое оно длинное. Опять его вставляем. Все, то есть оно залезло. Это говорит о том, что натяжка ремня выполнена правильно, и усилие то, с которым я проворачивал ролик против часовой стрелки, оно где-то и было в пределах полукилограмма. Так что, то есть напомню еще раз, ролик здесь взводится именно на этом моторе, проворачивается, то есть при натяжении против часовой стрелки, а болт ролика затягивается по часовой стрелке. Все, ну в общем, усилия, в общем, я показал вам, как проконтролировать в полкилограмма. То есть вот это вот сверло потом, после того, как вы все закрутите, должно входить и выходить свободно, без каких-либо усилий. Ну, в общем, вот так вот как-то. Возможно, мое видео кому-то будет полезным. В общем, пишите там в комментариях, как вы там выкручиваетесь в этой ситуации, когда у вас проворачивается шестерня на одном из распредвалов, и как вы натягиваете ролик с нужным усилием в килограммах. Все, всем пока и до новых встреч.